Что это? Звезды. Очень такие вопросы возникают по поводу того, что такое звезды. Ближайшее к нам это Солнце. Вот, она родила нас. Все здесь нас, как бы, вот, окружающее. Это кусочки звезд, по сути. Когда-то все взорвалось, разлеталось, соединялось, и получились вот такие вот из кусочки звездной пыли получилось все, в принципе. Вот. А кто это соединял? Ну, это уже другой вопрос. Можно сказать природа, да, как люди некоторые говорят, природа. Но представьте вообще, сколько случайностей должно было произойти, чтобы эта природа могла соединить. Ну, количество не поддается счету, потому что случайностей не бывает. Случайностей не бывает в этом мире, это точно. Это я вам точно, да, могу сказать от себя. Конечно же, лично мое мнение. Вот. Но звезды все-таки. И вот эта звезда называется Солнце. Звезда по имени Солнце. Луч Солнца золотого. Ночь скрыла пелена, например. Вот. Муслим Магомаев пел. Ну и вообще, все от этого. Растения напитываются лучами, оно все летит на землю, эти лучи, оторвавшиеся от поверхности Солнца. И представьте себе такой подсолнух красивый, но он еще не созрел, он еще как бы только зреет. Но от чего он зреет? От чего? Потому что солнечные лучи в него попадают. Такие можно пунктирами представить, они попадают в него. Прямо в этот подсолнух. А потом люди берут и выбивают из его семечек масло. Да, масло берут, выжимают. Ну и по сути мы едим обломки солнца, кипячение солнца. И так во всем, в принципе. Каждое вот растение, все, это солнце его выращивает. Нас тоже выращивает, получается. Но все-таки звезды. И вот мы смотрим на эти звезды ночью. Маленькие точечки, крохотные такие, далеко-далеко. Иногда некоторым кажется, что блымают. Ну, согласен, бывает. Иногда что-то другое пролетает, там метеорит какой-нибудь или еще какое-нибудь небесное тело. Вот. И задумываешься о размерах этого всего, о размерах этой вселенной, этого огромного пространства, мира, который создавал Бог. И понимаешь, что миллионы, миллиарды этого всего. И оно все соединено, оно все движется по каким-то определенным схемам. Например, даже наша Земля участвует в 12 движениях космических различных. Не знаю точно каких пока еще, но это мы проверим. Вот. И оно все такое, ну, продуманное. Это не могло быть просто случайностью. Комбинация, вот, ну что мы представим, клетка амеба нашла амебу посреди этого всего пространства, космоса, и соединились две амебы, и получился я, например. Ну, смешно. Это, как я не знаю, прям. Ну пускай там даже, я не отрицаю всяких научных каких-то версий этого происхождения человеческого вида, но если так задуматься, это как, знаете, разбрасывать камушки просто или песчинки, бросать так вот горсточками так бросаешь на лист бумаги и пытаешься получать слова какие-то. Оно не соединяется, сколько ты его не бросил, миллиард раз бросил, 2 миллиарда, неважно, но оно не соединится в то, что ты себе запланировал. Поэтому это точно даю вам гарантию, что это разумный замысел. Это разумный замысел Творца, вся эта вселенная. Все работает, все по своим, вот, на своих местах находится. И даже эти звезды, это не просто точечки, в небе. Поймите, это огромное скопление газа, это объекты намного даже больше, чем наше Солнце. Намного даже есть такие, которые больше. И это все вращается в галактиках. Галактика это вообще миллионы звезд. Посреди нее черная дыра. Ну что такое черная дыра? Что это такое в принципе? Что вообще? Одни вопросы. Человек постоянно ищет эти ответы.
Но он задает себе эти вопросы. Опять же таки, бегает он вокруг костра в каком-то племени, или он сидит дома в своем приятном теплом кресле, смотрит в монитор компьютера. Но он ищет одно и то же. Одни и те же вопросы. Да и вообще все загадка. Огонь. Почему огонь? Что такое? Переход твердой, материи в максимальную энергию. Это огонь. Плазма. Ну что это такое? Никто не может сказать. Почему оно все соединяется? Почему шарики соединены между собой пустотой и не распадаются? Почему? Ну вот такие вот вопросы в этот вечер посетили меня, да? Что сказать? Что еще сказать к этому? Я еще много чего могу говорить, но вы задумайтесь сами над этими вопросами о разумности замысла. Разумности замысла этого творения. Ведь оно, вот даже сейчас, я даже не знаю, как происходят мои мысли. Я не знаю, как формируется вообще в моей голове, в моих мыслях. Оно просто выпадает из моего рта. Выпадают эти мысли, понимаете? Не сформировалась, бомба выпала. А что выпадает? Что ударяется кусок мяса, по сути, ударяется о зубы. Все. Кусок мяса ударяется о зубы, пленки голосовых связок там натянулись, и происходит выход воздуха из моего рта, и это воспринимается как волна звуковая, и звук получается, который вы воспринимаете в то, что вы воспринимаете. А по сути все эти картинки, которые вы только что видели, они происходят вот в таком вот маленьком квадратике внутри вашего мозга. Что это? Все эти картинки, где они? Они там, что ли, уместились? Или они уместились в камере, в этой маленькой, как мир? Вот это вот уже посложнее будет. Посложнее. Может быть, зрачки, это две такие вот черные дыры, которые поедают все пространство это. Ну вот. Ладно. Спасибо вам.